Всем привет! Меня зовут Елена. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня очередная серия из цикла «Игры с красками на ткани». Я покажу, как делать вот такие нежные цветы. Цветы будут нескольких расцветок. Окрашивание у них получается естественное и очень красивое. Предварительно ткань нужно апретировать. Я ее обрабатываю желатином. Мой мини-рецепт я оставлю в описании под видео. Из подготовленной ткани ножами для вырубки я сделала цветочные заготовки. У используемого ножа есть тиснение, которое видно на лепестках. Окрашивать я буду штемпельными красками при помощи поролонового спонжа. Принцип тонирования на ткани такой же, как на бумаге. Сразу обращу внимание на плюсы и минусы этого окрашивания. К преимуществам отнесу быстроту, простоту, легкость. При этом способе окрашивания заготовку не нужно мочить, и можно не бояться, что вода смоет стабилизатор. Если нож с тиснением, то при сухом окрашивании прожилки будут видны. К минусам сухого окрашивания можно отнести необходимость тонировать заготовку с двух сторон, если в композиции будет видна изнанка цветка. Смешивая цвета, изменяя их пропорции и насыщенность, можно получить множество вариантов окраски. Этот нож не очень подходит для ткани, так как серединка получается очень тонкой. Но даже если лепесток оторвется, не нужно расстраиваться, из них можно сделать листья. Придавать форму лепесткам я буду при помощи паяльника булькой диаметром 3 мм. Работаю я сегодня на мягком силиконовом коврике. Буление тоже решила сделать разным, покажу 3 варианта. Первый самый простой. На изнанке заготовки провожу булькой по центру от кончика лепестка к середине. Переворачиваю и слегка прижимаю булькой у основания лепестков. Второй вариант тоже легкий. Булькой провожу сначала по краям лепестка, а затем в центре от кончика к середине. Если образуются заломы, то проглаживаю их булькой. Переворачиваю и тоже булю основание лепестков. И третий вариант. Булькой веду косые линии от края лепестка. А потом провожу линию от кончика лепестка к центру.
Переворачиваю и также булю лепестки у основания. Вот такие разные заготовки получились. Размеры всех заготовок обрабатываю одинаково. Покажу процесс буления с другого ракурса. Обрабатывать листья начинаю той же булькой. На изнанке булю так же, как и в третьем варианте буления цветов. Затем меняю бульку на одинарный нож или так называемую копейку. На лицевой стороне ей провожу центральную прожилку. Сборка цветов поэтапная. Сначала в центр наношу клей ПВА. Так как он влажный, даю ему немного подсохнуть. Заготовка, пропитанная клеем, становится более эластичной и не порвется при добавлении тычинок. Затем приклеиваю вторую заготовку. И оставляю до полного высыхания. Склеиваю заготовки по-разному. У одинаковых по размеру заготовок располагаю лепестки в шахматном порядке. При соединении разных размеров приклеиваю с небольшим смещением лепестков.
Остается вставить тычинки, зафиксировать их в цветке клеем и дать заготовкам хорошо просохнуть. В данном случае лучше брать тычинки на тонких нитях. При вклеивании тычинок клей размягчает основание лепестков, и цветок не держит форму. Поэтому его лучше поставить высыхать в линейку с отверстиями и оставить там до полного высыхания клея. У заготовок, склеенных в шахматном порядке, данная форма заготовок позволяет сложить лепестки веером. Можно цветок оставить плоским, а можно придать ему объем. На руках оказалось это сделать непросто, а вот в отверстии линейки получилось быстро и легко. Необычайно красивые, нежные и такие разные гортензии-крапивницы получились. Список используемых материалов и инструментов вы найдете в описании под видео. Подписывайтесь на канал, будем творить вместе. Благодарю за внимание и до новых встреч!